Я думаю, что женщина на Кавказе — это очень интересная тема, которая является, с одной стороны, темой культуры народов, которые традиционно живут на Кавказе, темой демократизации общества, с другой стороны, темой образования, темой прав женщины в семье, в обществе. И, вы знаете, я была в непростое время на Кавказе, 93-е, 95-е годы, когда мне была оказана честь быть депутатом Государственной Думы, я не вижу никакой разницы между женщинами тех национальностей, которые там живут, и я себя чувствовала, и собой, я себя очень чувствовала комфортно, и я думаю, что есть вещи, которые там происходят, о которых нужно задуматься всем. Например, когда мы говорим о демографической политике, о проблемах, о рождаемости, мы можем констатировать, что именно там, на Кавказе, рождаются дети, сохраняются семьи. Вместе с тем там достаточно много образованных женщин. И, безусловно, существуют те традиции, которые являются измерением тех отношений, которые существуют в семьях, принятие решений и так далее. Я думаю, что эти ценности у всех народов отличаются, но самое важное, что они сходны в тех понятиях, которые имеют отношение к жизни, имеют отношение к тому, что должны выполнять женщины, пополняя, так сказать, не только количественные показатели населения, народов, но и скрадывая те противоречия, которые возникают. Я хочу сказать, что статус матери на Кавказе чрезвычайно высок. И мне кажется, что те поверхностные, скажем, изменения, которые могут быть, или те отличия, они более поверхностны, чем сущностны. И время всегда делает свое. И мне кажется, что, безусловно, по законодательству Российской Федерации, гарантирующему равенство социальных прав, оно распространяется на все регионы. Вместе с тем, я думаю, что женщина на Кавказе, она выполняет особую миссию по сохранению тех традиционных ценностей, которые изначально держали эти немногочисленные народы на своей необширной территории на земле, сохранили культуру именно женщины, потому что мужчинам пришлось очень много воевать. И, может быть, то, что нам кажется странным, для них, для этих женщин является естественным. Может быть, с течением времени наше информационное общество привнесет туда не только моду, потому что там очень много женщин, которые за этим следят, и моду, образованность. Но дай бог, чтобы там не было той статистики, которая связана с насилием, которая связана с человеконенавистничеством, с убийством детей, с каким-то непочитанием старших и так далее. Потому что вот то, что я запомнила, это как уважаема мать в семье, как относятся к детям. И я думаю, что все эти несущественные различия, поскольку мы живем во взаимосвязанном мире, а мы все живем в одной стране, они нивелируются. Но право человека на свою религиозную, культурную идентичность, на гражданскую идентичность, оно касается и мужчин, и женщин. Я думаю, что каждый это должен решать самостоятельно. И мы должны с уважением принимать это, с уважением, иногда с восхищением, и, по крайней мере, извлекать для себя какой-то опыт, как совместить все эти ценности и особенности в одной стране, которую мы должны сохранить для всех.
Женщины Ингушетии, когда меня избирали депутатом, они меня очень поддержали, равно как и мужчины, но женщины приняли меня в свою организацию, я храню этот билет. И мне кажется, я была хорошим и смелым депутатом, потому что я постаралась сделать так, чтобы были приняты те законы, необходимые на тот момент. Я их по-прежнему люблю. Я вспоминаю это очень романтичное для себя время, когда я наравне с мужчинами, а женщины на Кавказе всегда наравне с мужчинами защищали свою землю, свою родину, своих детей, и умели жить, и умели умирать, и любить. И во все времена я вспоминаю старых людей у мечети, когда мы обсуждали то, что должно было быть вынесено от имени ингушского народа в повестку Дня Государственной Думы. Я хочу, чтобы, дорогие женщины, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были по-настоящему счастливы, чтобы вы были и во власти, и в семье, и в обществе, всеми уважаемыми, любимыми, чтобы радовали вас дети, чтобы этих детей было больше, и чтобы вам никогда не пришлось вспоминать те времена, которые были временами испытаний. Я вас очень люблю. С праздником вас, с праздником весны, с праздником 8 марта.